В общем, 2 точно есть. Навеска пороха еще на 0,01 грамма выше. Нам вот эти 2 надо было запомнить. Вот они, 3 беспыжевые. А пули вот они четко все пришли головой. И сейчас обратите внимание вот сюда. Сейчас будет 3-й выстрел. Итак, всем привет, друзья, привет, YouTube, меня зовут Санек, я рад вас приветствовать на своем канале. В общем, у нас сегодня очередной отстрел. Опять это та же самая пуля Ленинградка, вот, которую прислал мой подписчик. Ссылочку на него оставлю в комментариях, значит, и в комментариях и в описании. В общем, отливает он эти пульки, вот, прислал мне 50 штук на пробу. Сегодня я достреливаю уже последние. Стрелять будем с ИЖ-К 59-го года выпуска в 32-м калибре, 780 ствол. Вот, снарядил я, значит, сегодня у нас будет 5 видов. Вот они у меня по 5 пуль, 5 видов, 5 значит, разных рецептов снаряжения, так скажем, да. Стрелять буду на 50 метров с оптики. Оптика более-менее плюс-минус пристрелена. Значит, найдем пулю, которая будет более-менее лететь. Значит, перед каждым отстрелом каждой партии буду, значит, говорить, из чего она собрана и что в нее вообще наложено. Итак, поехали. Так, друзья, значит, в общем, я не совсем заметил, писала ли камера. Что-то я, по-моему, пропустил. Значит, как у меня был заряжен этот патрон. Это значит, у нас было 0,67 грамм порох Ирбис 32, картонная прокладка, а потом на нее линолеум, значит, линолеум 3 мм, после чего, значит, пыж войлочный осаленный, затем столбик опилок, опять снова, значит, у нас идет линолеум, и на него пуля ровненько, то есть столбик опилок такой, что пуля ровненько поджимает, с небольшим усилием поджимает этот столбик опилок. Так, поехали, значит, первый выстрел. Так, начал накрапывать небольшой дождик. Так. Раз. Два. И 3. Итак, друзья, отлично. Значит, 3 выстрела произвел. В принципе, кучка у нас пришла вот такая вот. Значит, непонятно, которая из этих пришла сейчас. Вот. Но сейчас на видео посмотрим. То есть, либо это, да. То есть, вот мы и отметим. Да, давайте эту тоже сразу отметим. Так, значит, вот так вот. Вот. Значит, это первый рецепт снаряженный. Итак, друзья, поехали. Значит, второй рецепт. Второй рецепт у нас, значит, состоит из... Так, поехали. Значит, 0,68 грамм на 0,01 грамма увеличил, значит, навеску. Короче, 0,68 грамм порох Ирбис 32. Значит, картонная прокладка. Потом, значит, пробковый пыж. Потом, значит, у меня забит синтепон с небольшим усилием. Сверху, значит, картонная прокладка и пуля вставлена с небольшим поджатием синтепона. То есть буду пробовать использовать синтепон. Итак, поехали. Значит, первый выстрел. Мишень, значит, не меняли. Первый выстрел. Второй. Третий. Так, друзья, маркер забыл, к сожалению. В общем, отстрел второй не дал результатов. Значит, почему? Потому что, хотя вот, хотя непонятно тут, блин, опять же, тут она вся доска эта расстреляна была. В общем, 2 точно есть.
Скорее всего из-за синтепона, вполне возможно, что из-за высокой навески пороха. Но сейчас мы это увидим. Значит, маркер я забыл, запоминаем. Раз, два, есть. Вот. Это значит у нас был второй рецептик. Сейчас пойдем отстреливать третий. Итак, друзья, поехали. Значит, следующая рецептура, следующие 3 патрона. Это у нас, значит, навеска пороха еще на 0,01 грамма выше. Значит, прокладка линолеума. То есть получается беспыжевой патрон. Значит, здесь прокладка линолеума, небольшой немножко синтепона, поджатый синтепон, чуть-чуть пулькой. Значит, на синтепон положена прокладочка картона и сверху пуля. То есть принцип беспыжевого патрона, то есть тут внутри пустота. То есть синтепон, он служит просто, чтобы держит порох, чтобы он не рассыпался, не пересыпался. Попробуем отстрелять беспыжевой патрон. Так, поехали, значит, первый выстрел. Так, раз, два, и 3. Так. Слушайте, друзья, ну отлично. Сейчас мы на видео посмотрим. Не знаю, куда пришло, но сейчас мы на видео посмотрели, да, все, куда пришли пули. Вот, значит, нам нужно было запомнить, здесь один и здесь один. Значит, нам вот эти два надо было запомнить. Вот они, 3 беспыжевые по центрам. А здесь где-то сантиметра 4,5, максимум 5, наверное. Отличный беспыжевой патрон. Хорошо, он сейчас вот так пришел. Такой, ну, 2 прям пуля в пулю почти, и 1 чуть-чуть оторвалась. Это было у меня 3-й рецепт без пыжа. То есть пыжа нету вообще. То есть порох, прокладочка, немножко синтепона для того, чтобы этот порох не рассыпался. Ну, в момент тряски, там, пока ты его вставляешь, там, и так далее. И сверху, ну, чуть-чуть поджато синтепоном, совсем чуть-чуть, мало синтепона. Сверху еще 1 прокладочку и за подлицо пульку, значит. Итак, друзья, поехали. 3-й рецептик отстреляли, стреляем 4-й. Начался дождик, сейчас что там тучи идут, сейчас все сильнее и сильнее будет. Надо быстренько, короче, пока все не намокло. Значит, следующий рецепт. 0,67 грамм пороха, Ирбис 32, значит, картонная прокладка, опять войлок, значит, бумажное полотенце, нарезанное на мелкие кубики, подобие опилок получилось, да, у нас, нарезано на мелкие кубики, значит, и сверху на полотенце, значит, кусок линолеума, опять прокладочка линолеума, и сверху пуля с небольшим поджатием. Так, поехали. 3 выстрела. Да, идет дождик. Отлично, бумага полетела. Так, первый выстрел произведен. Второй. Пуля отрикошетила. Слишком много рикошетов. Надо что-то сзади ставить. 3-й. Так, отлично. 3 выстрела произвел. Тоже, ребят, результат неплохой. Все ушли немножко ниже. Вот это вот от чего-то, не знаю, что сюда прилетело. Скорее всего, это пыш прилетел. Здесь старое отверстие было, он просто бумагу пробил. А пули, вот они четко, все пришли головой. Где-то 1,5 сантиметра и один отрывчик около 4 сантиметров. В принципе, тоже результат неплохой. Результат неплохой, точно такой же, как и, ну, почти точно такой же, как и у 3-го варианта. Так, ладно, отстреливаем последний, 5-й вариант снаряжения и будем смотреть потом уже на 100 метров. Короче, ребят, что-то какой-то затяжной, по-моему, дождь. Что-то там слишком уж такая, прям, короче, затянуто там все нахер. Сейчас чувствую, меня этот дождь задолбает, все суровое будет. Значит так, друзья, поехали. Дождь, короче, лед уже нормальный. 5-й вариант. Значит, быстренько отстреливаем 5-й вариант. 0,68 грамм. Линолеум, бумага, газета цельная. Бумажное полотенце запихано, не нарезанное, цельным куском.
А значит, сверху картоночка с небольшим поджатием, сверху лежит на ней пуля. Поехали. Так, короче, ружье уже сырое, дождь уже такими большими прям каплями. Короче, последний вариант, 5-й отстреливаем. Третий выстрел. Отлично. Итак, друзья, при осмотре после отстрела я не сразу заметил, куда прилетела третья пуля. Но при видеомонтаже я обнаружил, что она прилетела туда, куда прилетела и первая. Давайте посмотрим этот момент. Так, вот у меня, значит, первый выстрел. Вот у меня второй выстрел. И сейчас обратите внимание вот сюда. Сейчас будет третий выстрел. Вот он. Так что 5-й вариант тоже считаю годным. Так, ладно, друзья, короче, хочется мне переместиться, значит, на 100 метров. Вот, но там как будто бы какой-то просвет небольшой. Так, ладно, друзья, дождик немножко поутих. Правда, я уже, конечно, весь насквозь сырой. Значит, сейчас у нас дистанция 100 метров. Прикрепил сразу 2 мишени. Значит, видеокамера там установлена. Два варианта у меня, которые третий и четвертый, которые у меня хорошо прилетели на 50 метров. Сейчас будем отстреливать на 100 метров. Значит, первый, это у нас идет третий вариант. Левая мишень. Стреляем по левой мишени 100 метров. Так, берем небольшую поправочку по верхнему краю листа. Так, слышно было, в щит она прилетела. Значит, берем второй патрон по тому же самому левому листу стреляем. Так, у меня, короче, прицел немножко сырой. Так, теперь у нас четвертый вариант. Четвертый. Отстреливаем по правому листу. Слышны попадания прям. Прям слышны попадания. Сейчас немножко оторвал, чуть-чуть левее ушел. Итак, друзья, скорость, судя по всему, низкая, потому что, во-первых, прицел надо было, конечно, подправить немножко. Короче, падение, вот одну пулю пробить я и вижу. Сейчас на видео отсмотрим. Вы сами, наверное, видели, куда приходили пули. Короче, с дистанции 100 метров, вот одна вижу точно раз пришла, и вторая точно вижу раз пришла. То есть пришли они примерно по вертикали одинаково, только ушло падение. То есть мне нужно, во-первых, поправить прицел. Вот, во-вторых, давайте сейчас пойдем другими пулями отстреляем. Пускай это все так тогда и остается. Куда пришли, непонятно. Но звуки были все, я слышал, все попадали, абсолютно все попадали в щит. Ладно, на видео вы сами видели, куда они приходили, но меня все равно этот результат не устраивает, потому что приходят они ниже. В принципе, на 50 метров они приходили ниже, где-то, сколько у нас там было, сантиметров, наверное, 15, да, ниже приходили, ниже точки прицеливания. Значит, а здесь, получается, они ниже приходят, сантиметров на 25, наверное, ниже приходят. Короче, надо сделать поправочку небольшую на прицеле. Сейчас немножко прицел подправим и попробуем отстрелять другими видами патронов. То есть посмотрим, как она вообще приходит на 100 метров. Мне на 100 метров сейчас важно, чтобы она приходила головой. То есть, если она будет приходить головой, то есть для себя я уже определил, это третий и четвертый вариант сборки мне подходит. Только нужно поиграться теперь будет с порохом еще. То есть, скорее всего, нужно будет чуть-чуть, наверное, добавить. Скорость может быть маловатая, пуля. Ладно, в общем, был бы хронограф. Хорошо, конечно, через хронограф стрелять. Ладно, пробуем отстреливать еще два варианта. И смотрим, куда они прилетают. Так, отличненько, друзья. Значит, прицел немножко подправил. Взял поправочку вверх на 100 метров, 20 сантиметров поправил. Вот, значит, пробуем отстреливать два варианта. Это первый и второй, которые у меня были на 50 метров. Первый и второй сейчас на 100 метров. Также первый вариант по левой мишени. Итак, друзья, все более-менее стало понятным. Что стало понятно, значит, что
Что стало понятно? Значит, понятно то, что первый и второй вариант у меня были с низкой навеской пороха, с маленькой. 0,67, по-моему, было, 0,68. Это порох Ирбис Спорт, Ирбис 32. Вот, значит, короче, смотрите, что значит получилось. Пульки на нем пришли вниз. Если же на третьем и четвертом варианте они приходили в щит, то есть скорости достаточно было, навески пороха было достаточно, то потом они начали приходить вот сюда вот вниз. Вот 3 попадания. Раз, два и вот третье. Вот они, кстати, попробуем, может быть, ее даже найти. Вот, но залетела она, скорее всего, куда-то там далеко. Вот, нашел. Отлично. Отлично, друзья, смотрите. Пуля после попадания в землю, она не деформировалась вообще нисколько. Посмотрите, ее можно по второму разу заряжать. Пуля осталась целая после попадания в землю. Ладно, отлично. А вот пулька, которая попала в щит. Ее срезала, вот кусочек. Вот, короче... Все, значит, с этим стрельба на 100 метров закончена. Значит, что мы имеем? Третий, четвертый вариант мне подходит. Будем его дальше пробовать разрабатывать. Ребята, это был у нас, значит, беспыжевой патрон. Четвертый вариант, это был беспыжевой патрон. Я все-таки на него надеялся, что он у меня полетит. И он у меня, правда, полетел. Он у меня полетел на 50 метров. Значит, на 50 метров он у меня более-менее кучку собрал. Сейчас нужно только добиться, значит, навески пороха правильной. То есть нужно найти скорость. Вот, нужно найти скорость, поиграться с навесками, подобавлять там до 0,7, может быть, как-то так. Вот, ну, может быть, второй, третий вариант, первый, второй тоже нормально. Но вот видите, он пришел, в принципе, по вертикали более-менее нормально, да, более-менее. Вот, но он ушел весь вниз, причем ушел очень-очень сильно. Ладно, друзья, все, сейчас пробую еще идти, стрелять. У меня пятый вариант, там, по-моему, навеска пороха была нормальная. Так, к сожалению, вторая камера у меня не записывала отстрел на 100 метров. Я, короче, думал, она пишет, а она, оказывается, не писала. Вот, только что сейчас проверил, значит, просто туда-сюда бегаю, что-то замешкался. Плюс еще дождь шел. Короче, все отлично, ребят. Сейчас пятый вариант отстреливаем. У нас там навеска пороха была нормальная. Сейчас посмотрим, как она придет на 100 метров. Итак, друзья, последний пятый вариант, последняя пятая сборка. Осталось последних 2 патрона. Значит, здесь у нас навеска пороха 0. Так, 0,68. Вот у меня 0. Значит, третий вариант у меня полетел, который был беспыжевой. У него было 0,69 грамм, то есть почти 0,7. Ну, 0,7 можно попробовать навешать следующим разом. В общем, 0,68 грамм, значит, линолеум, бумажное полотенце, не нарезанное, затыканное целым куском. Значит, сверху картонная прокладочка. И на ней сверху лежит пуля. Поправку на прицел я сделал. Дистанция 100 метров. Стреляем по левой мишени. Значит, дистанция 100 метров. Дернул, влево ушел. Я почувствовал, дернул. Я так и знал, что она куда-то влево уйдет. Короче, приземлилась она в землю. Приземлилась она в землю. Картонку нашу не достала. Сейчас пробуем, короче, крайний выстрел сделать более качественно. Тоже ушла в землю, по-моему. Так, ладно, все, пойдем посмотрим. Так, ладно, в общем, друзья, не понял я, куда она прилетела. Значит, ну, они обе куда-то попали в землю. Следов здесь новых нету внизу. Я предполагаю, что она ушла куда-то вверх. Черт его знает. Короче, может быть, что-то я много поправку, по-моему, сделал. Да, скорее всего, много поправку сделал. Короче, пуля, скорее всего, ушла вверх. Вот, но это непонятно. Ладно, с этим мы будем разбираться следующим разом. То есть, когда мы уже соберем третий и четвертый вариант на разных навесках, будем смотреть результаты на 100 метров. Ну а сегодня, в принципе, вот такие вот результаты. Итак, ребят, сегодняшний отстрел подошел к концу. Все, мы отстреляли 25 патронов. Значит, мне понравилось 2 варианта. Это третий и четвертый. У меня который был, значит, который беспыжевой. 0,69 сок Ирбиса. Линолеум прокладка, синтепон с небольшим поджатием, картонка, сверху пуля. И четвертый вариант, это 0,67 порох, значит, картонка, войлок, бумага нарезанная, бумажное полотенце нарезанное на мелкие такие квадратики с небольшим поджатием. То есть поджимал одинаково, примерно по, ну, не знаю, в килограммах не могу сказать, но с небольшим поджатием. В общем, сверху еще прокладочка линолеума и сверху пуля. Значит, пулька вот такая вот пулька.
Вот. Еще раз повторюсь, прислал мне мой подписчик, сказал, так сказать, вклад в развитие канала, попробуй постреляй, посмотри, что получится. Собственно, вот что получилось. 50 метров результат меня устроил, значит, будем с этими двумя вариантами дальше уже продолжать работать, то есть будем играться с навесками пороха и так далее, да. Вот, и также будем отстреливать, то есть 50 метров мне понравился, на 100 метров там уже как бы надо будет дальше разбираться. Все, ребята, всем, кто досмотрел этот видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Значит, для того, чтобы не пропустить следующие отстрелы, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.